Есть в самом центре нашего города небольшая улочка, Телеграфная. Ее протяженность едва дотягивает до 200 метров. По меркам города совсем небольшая, не правда ли? Сегодня я хочу рассказать вам обо всем самом интересном и необычном на этой улице, ведь ее история насчитывает уже более 2 веков. На карте города 1780 года вместо улицы Телеграфной отмечены только поля. Постройки на ней появляются на плане города уже в 1795, а в 1824 появляется название улицы – Подвальская, а уже в 1867 она переименовывается в Больничную. И только в 1900 году появляется название Телеграфная, так что название это старое, историческое, и не все улицы города могут этим похвастаться. Хотя ради исторической справедливости надо отметить, что один раз она все же была переименована. С 1920 по 1930 год она носит имя Боснянская, но затем название Телеграфная возвращается. Историческая справка. Вот здесь, на месте этой стоянки для автомобилей, до середины 60-х годов стоял большой деревянный дом с высокой крышей, который выходил фасадами на все три улицы – Телеграфную, Социалистическую и Карбышева. Он занимал всю площадь нынешней стоянки, и в этом доме проживал великий патриот нашего города, археолог, историк, основатель Гродненского историко-археологического музея Юзеф Иатковский. А со стороны улицы Социалистической в доме был вход в маленькую булочную. Может быть, кто-то из зрителей даже ее помнит. Напишите, если такие есть. Современное здание Белтелекома – это дом номер 24. Он был построен в конце XIX века, а в 1960-е годы была произведена перестройка здания, а до этого он выглядел вот так. Это фото из коллекции Феликса Ворошильского. Как видим, в левом верхнем углу даже имеются какие-то башенки. К сожалению, ничего из этого не сохранилось. Виден также подвальный этаж, и так как не совсем ясно, с какой стороны это снято, то я не могу сказать, есть ли подвальный этаж сейчас. Может быть, это снято с обратной стороны, но там забор и вход запрещен. В середине 20-х годов в доме находился офицерский клуб командования военного округа. С послевоенных лет в здании работают телеграф и службы связи. Совсем рядом в начале века был пристроен дом номер 22А, вот этот. Именно он был украшен башенками до Второй мировой войны, а сейчас это многоквартирный жилой дом. В книге Виктора Саяпина по топонимике указан как дом доктора Слишинского. Обычно домам давали название по имени владельца дома. И именно в этот дом решением городских властей в 1937 году должны были переехать несколько отделений городской больницы. Но не случилось. Случился предвоенный 1939, затем Вторая мировая, и после войны это уже многоквартирный жилой дом. Каким-то чудом здесь сохранились высокие березы, большие деревья в центре такая редкость, что такие вещи уже невольно подмечаешь. Совсем рядом небольшой особняк под номером 22. Это сегодня в нем расположены различные организации, а не так давно, еще в 1950-х годах, в нем было 5 квартир. И одну из них занимала бывшая владелица всего дома. Но история перекликается с историей дома на улице Медовой. В декабре вышло видео о хозяйке дома на улице Медовой, которой власти также отдали одну из коммунальных квартир в ее бывшем особняке. Интересная история, посмотрите, если еще не видели. И почти на всех домах есть таблички «Историко-культурная ценность» и часто указан год постройки. Не всегда, но чаще всего. Прогуляться по улице Телеграфной – особое удовольствие. Улочка небольшая по своей протяженности, и дома на ней не типовые, и каждый со своей особенностью. Так что обращайте внимание и на архитектурные особенности зданий. Вот этот дом с красной крышей с адресом Телеграфная 7 был построен в 1884 году, еще до большого пожара в Гродно. Машин здесь всегда было много, а все же центр города и стояночных мест не всегда хватает. Меньше машин, если снимать в выходные дни, но тогда уже может не повезти с погодой. А вот нашла старые фото, как улица выглядела в начале 2000-х. Как раз вот видите, 7-й дом реставрируют. Название улицы висело на растяжке над проезжей частью и было на белорусском языке.
Напротив, на четной стороне улицы интерес представляет сохранившийся кирпичный столб от въездных ворот соседнего дома, который единственно на этой улице остался без изменений и реставраций, таким, как он был построен в конце XIX века. И вот этот одноэтажный деревянный дом, к которому примыкает этот столб, это тоже старое здание постройки конца XIX века. Это был дом главного бухгалтера Крестьянского поземельного банка, который находился на улице Ленина. Сейчас там штаб армии, а когда-то был банк. Я обойду вот этот 16-й дом с обратной стороны. И что интересного хочу вам показать из домов на этой улице. Это дом номер 14. Вот здесь, если обойти со двора, здесь есть проходные ворота. И вообще, если знаешь направление в центре, можно легко срезать путь именно такими проходными дворами. Очень редко дворы тупиковые, так что смело гуляйте и сокращайте свои привычные маршруты. Я так всегда и делаю и очень быстро передвигаюсь по центру благодаря знаниям о проходных дворах. А сам вот этот 14-й дом был построен в 1898 году. И недавно, как видите, был проведен капитальный ремонт дома, освежили фасад, заменили частично крышу, покрасили, оставили старинные элементы ручки, ворота со старым замочным устройством. Как правило, в таких переходах находятся двери в подвал дома. И вот, кстати, именно на этой старинной двери в этом доме находится уникальная дверная ручка, которую многие из вас уже видели у меня в инстаграмных фото. Ну, обо всем по порядку. Ремонт был сделан, очень красиво сделали дом, но почему-то не сделали ремонт в подъездах. Жильцы сказали, что им предложено сделать ремонт подъездов за свой счет. Ну, спорное, конечно же, решение, но, наверное, надо было сложиться на пару банок краски и привести лестничную клетку в порядок. А вот вы как считаете, или этим должны заниматься строители той организации, которая делала капремонт? Старые деревянные еще ступени, перила, полагаю, когда-то здесь, конечно, были кованые балясины, но куда-то делись. И, в общем-то, подъезд выглядит сейчас жалко. Хотя, наверное, если бы его привели в порядок, то тоже было бы вполне себе ничего. Слева рядом с 14-м домом куполообразная крыша. Это бывший бар на Телеграфной. Бар появился на этой улице в начале 70-х годов и популярность приобрел сразу. Основной его специальностью стал цыпленок табака, и первоначально название бар не имел. Потом к середине 80-х годов официально он стал именоваться коктейль-бар «Огонек». Но это название не прижилось, и его по-прежнему называли бар на Телеграфной. Популярность бар имел еще и потому, что здесь была своя терраса, где в летний период стояли столики. И немного заглянем в прошлое, вот как это выглядело тогда. Нашла это фото в интернете. Может быть, даже кто-то узнает себя. И вот после последнего капитального ремонта бар получил официальное название «Бар на Телеграфной». Сейчас это помещение пустует, а когда-то это заведение выглядело вот так. И было очень популярно в нашем городе. Рядом здесь стоит еще один симпатичный особняк, это дом под номером 8. Когда-то в нем был расположен филиал Белпромстройбанка. Вот как это выглядело тоже на старых фото еще с вывеской банка. Наверное, в 90-х, по-моему, это было или начало 2000-х, вот кто помнит. Сам дом был построен в конце XIX века человеком по фамилии Беньковский. Поэтому в то время он так и назывался – дом Беньковского. До Второй мировой войны он был жилым, а после войны в нем обосновалось управление кинофикацией и киноремонтные мастерские, затем линейно-технический узел связи. И за те годы, пока в нем находились различные службы, здание обветшало. И уже потом, в течение нескольких лет, не использовалось и начало постепенно разрушаться, пока его не приобрел банк. И после нескольких лет ремонтных работ дом стал радовать своим видом взгляды прохожих. Рядом с этим домом сохранились остатки въездных ворот конца XVIII века. Через них можно попасть на переулок Телеграфный. Он знаменит тем, что на нем расположен так называемый дом масонов. У меня также было видео про него, поэтому не буду повторять историю. Все ссылки я прикреплю в конце видео. А вот так
Ворота выглядели в 1930 году. Как видим, еще есть металлическая кованая решетка, какие-то строения рядом, а сейчас, видите, остались только петли. Вот такая она улица Телеграфная. Конечно же, это еще не все ее тайны. Я не рассказала, например, про дом номер 1, вот этот впереди, где находится сейчас аптека, одна из старейших в городе, и там сохранилась оригинальная плитка, подоконники, старинные сводчатые подвалы. Но, может быть, именно поэтому я начала видео с конца нумерации домов, потому что это уже будет отдельная и другая история, кто знает. Вот такое видео у меня получилось. Немного истории отдельно взятой улицы, как говорится. Если понравилось, ставьте лайк. Это ваше маленькое спасибо мне. Ну а функции супер спасибо и спонсорство на моем канале тоже включены. Если хотите поддержать канал, буду рада. Все средства идут на оборудование и съемки. Вот такая она улица Телеграфная. Вроде бы в самом центре, но в то же время как бы и в стороне. Всех обнимаю. Всем пока.